Привет, вы на канале Шифр Земли. Атомная станция вырабатывает энергию для миллионов людей. Но есть один парадокс, с которым почти никто не знает. Она не может выжить без электричества из нее. Если это электричество пропадет, начнется обратный отсчет. Сегодня разберем, что именно произойдет и почему это чуть не уничтожило целую страну. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Атомная станция — единственный объект на планете, который становится опаснее после того, как его выключают. Никогда реактор работает на полной мощности и расщепляет 4 тонны урана в год. Никогда в активную зону загружают свежие топливные сборки весом по 700 килограммов каждая. Именно после остановки. Именно в тишине. Оператор нажимает кнопку аварийного заглушения, и в активную зону за доли секунды падают управляющие стержни из карбида бора. Они поглощают нейтроны, и цепная реакция деления урана-235 обрывается. Приборы успокаиваются. Турбины замедляют вращение. Гул мощностью 3000 мегаватт уходит. Но реактор не умирает. Он продолжает гореть изнутри. Медленно, незаметно, без малейшей возможности это прекратить. Внутри активной зоны накопились сотни разновидностей радиоактивных осколков деления, и каждый из них распадается по своему расписанию, выделяя тепло. Это расписание нельзя ускорить, замедлить или отменить. Его можно только пережить, если есть чем охлаждать. И именно в этот момент, в момент кажущегося спокойствия, запускается обратный отсчет, о котором большинство людей не знает ничего. 11 марта 2011 года. 14 часов 46 минут по токийскому времени. Координаты: 38 градусов северной широты, 142 градуса восточной долготы. Восточное побережье острова Хансю. На глубине 24 километров под дном Тихого океана Тихоокеанская литосферная плита рывком уходит под Евразийскую. Разрыв длиной 500 километров высвобождает энергию, эквивалентную 600 миллионам бомб, сброшенных на Хиросиму. Магнитуда 9,0. Сильнейшее землетрясение в зафиксированной истории Японии. Через 6 секунд после начала сейсмических колебаний на атомной станции Фукусима-Дайити срабатывает система аварийного заглушения СКРЭМ. Все 3 работающих реактора, первый, второй и третий энергоблоки, останавливаются менее чем за 5 секунд. Четвертый, пятый и шестой блоки к тому моменту находились на плановом техобслуживании и были заглушены заранее. Управляющие стержни опущены. Цепная реакция прервана. По всем регламентам Международного агентства по атомной энергии станция находится в безопасном положении. Через 41 минуту к берегу подходит цунами. Волна высотой 14 метров перехлестывает защитную дамбу, спроектированную на отметку 5,5 метров. Миллионы тонн воды заливают территорию станции, врываются в подвальные помещения первого и второго энергоблоков, затапливают машинные залы. Именно там, в подвалах, ниже уровня моря, стоят 13 резервных дизельных генераторов. Единственное, что продолжало подавать электричество на насосы аварийного охлаждения после потери внешней сети. Соленая вода заливает обмотки генераторов, топливные баки, пульты управления. За 15 минут все 13 генераторов выходят из строя. Станция обесточена полностью. У операторов остаются аккумуляторные батареи. Они рассчитаны на 4-8 часов автономной работы в зависимости от блока. Этого должно хватить, чтобы дождаться мобильных генераторов с материка. Но дороги разрушены землетрясением, мосты обрушены, подъезды к станции завалены обломками. Генераторы опоздают ровно на 1 час. Через 72 часа 3 реактора расплавятся. Температура в активных зонах первого, второго и третьего блоков превысит 2800 градусов по Цельсию. Расплавленное топливо, кориум, прожжет нижние конструкции корпусов реакторов и частично выйдет за их пределы. Ущерб составит более 200 миллиардов долларов. 150 тысяч человек покинут свои дома. 30-километровая зона отчуждения вокруг станции останется закрытой более 10 лет. Некоторые поселки внутри нее не будут заселены никогда. Но чтобы понять, почему катастрофа была физически неизбежна в тот момент, когда пропало электричество, нужно спуститься глубже подвалов и генераторов, на уровень атомного ядра. Когда ядро урана-235 поглощает нейтрон, оно раскалывается на 2 неравных осколка. Чаще всего это барий-141 и криптон-92, или цезий-137 и рубидий-96, или йод-131 и иттрий-102. Конкретная пара определяется вероятностью, и каждое деление дает разный результат. Эти осколки нестабильны,
В них слишком много нейтронов по отношению к протонам. Они начинают распадаться, выбрасывать бета-частицы, гамма-кванты, превращаться в другие элементы. Йод-131 становится ксеноном-131 с периодом полураспада 8 суток. Цезий-137 распадается до бария-137 за 30 лет. Стронций-90 до итрия-90 за 29 лет. Каждый такой распад выделяет тепло. Чем короче период полураспада, тем быстрее идет распад, и тем больше тепла выделяется за единицу времени. Пока реактор работает на полной мощности, суммарное остаточное тепловыделение от распада всех продуктов деления составляет около 7% от общей тепловой мощности. Для энергоблоков 3000 МВт тепловых 210 МВт только от радиоактивного распада. Через секунду после срабатывания системы СКРЭМ и полной остановки цепной реакции эта цифра падает примерно до 150 МВт, через час — до 12, через сутки — до 7. 7 МВт тепла в заглушенном реакторе спустя 24 часа после остановки. Чтобы представить, что это значит, 7 МВт — мощность 7000 бытовых электрических обогревателей, работающих одновременно в замкнутом пространстве размером с 2 школьных спортивных зала. Без отвода этого тепла температура активной зоны начинает расти. Топливные сборки в оболочках из циркониевого сплава зеркалой-4, которые в штатном режиме работают при температуре около 320 градусов, начинают разогреваться. При 1200 градусах цирконий вступает в экзотермическую реакцию с водяным паром. Цирконий горит в воде. Буквально. Реакция идет так. Цирконий плюс 2 молекулы воды дают диоксид циркония плюс 2 молекулы водорода. Каждый килограмм вступившего в реакцию циркония выделяет 6600 килоджоулей дополнительного тепла, ускоряя нагрев еще сильнее. А главное, выделяет водород. Газ, который в смеси с кислородом воздуха детонирует при концентрации 4%. Именно накопившийся водород взорвал здания 1, 3 и 4 энергоблоков Фукусимы. Не ядерный взрыв, обычный химический. Водородно-воздушная смесь, рванувшая от одной искры или от контакта с раскаленным металлом. Но достаточно мощный, чтобы сорвать крыши из армированного бетона толщиной в метр и разбросать радиоактивные обломки по территории станции. Вся эта цепочка — перегрев топлива, горение циркония, накопление водорода, взрыв — началась с одного — прекращения подачи охлаждающей воды в активную зону. Вода требует насосов, насосы требуют электричества. Электричество исчезло за 15 минут после прихода волны. Физика продолжила работать по своим правилам. У нее не было причин делать исключения для Японии. В конце 50-х годов прошлого века, когда американская компания General Electric проектировала реактор кипящего типа BWR Mark I для японского заказчика, инженеры изучали береговую линию префектуры Фукусима по имевшимся данным. Исторические записи о цунами в этом районе были скудными. Максимальная зафиксированная высота волны составляла около 3 метров. Защитную дамбу решили поставить на отметку 5,5, почти вдвое выше наблюденного максимума. По стандартам того времени запас казался более чем достаточным. Резервные дизельные генераторы разместили в подвальных помещениях турбинных зданий. Логика была инженерно обоснованной. В подвале генераторы защищены от тайфунов, землетрясений и внешних ударов. Туда удобно прокладывать силовые кабели к насосам. Там стабильная температура, что полезно для дизельных двигателей. Никто из проектировщиков не закладывал в расчет волну высотой 14 метров. Имевшиеся данные такой сценарий не предусматривали. Прошло 40 лет. В 2001 году японский регулятор NISA получил независимый доклад группы сейсмологов, которые указывали на недооценку цунами рисков для ряда прибрежных атомных станций. В докладе прямо говорилось: исторические данные XVIII и XIX веков свидетельствуют о волнах значительно выше тех, что были учтены при проектировании. Регулятор принял доклад к сведению и рекомендовал операторам провести дополнительные исследования. Обязательных мер не последовало. 7 лет спустя, в 2008-м, группа инженеров самой компании TEPCO, оператора Фукусимы, завершила собственный внутренний расчет. Они применили актуальные сейсмические модели, проанализировали геологию японского желоба, учли данные палеоцунами, следы древних волн, сохранившиеся в осадочных породах на побережье. Работа была серьезной и методологически грамотной. Результат получился крайне неудобным. Максимально возможная волны для этого участка побережья — 15 метров 80 сантиметров.
почти втрое выше защитной дамбы. Доклад лег на стол руководству ТЭПКО. Руководство собрало совещание. На совещании обсуждали стоимость модернизации, подъем дамбы, перенос генераторов из подвалов на возвышенные площадки, прокладка новых кабельных трасс. Все это требовало остановки энергоблоков на месяцы, потери выработки электроэнергии и затрат, которые было сложно обосновать перед советом директоров. Станция работала 30 с лишним лет без единого серьезного инцидента, связанного с цунами. Вероятность 15-метровой волны за оставшийся срок эксплуатации оценивалась как низкая. Решение. Отложить вопрос до следующего регуляторного цикла. У этого явления есть точное название — нормализация отклонений. Социолог Дайан Воган впервые описала его, исследуя катастрофу космического шаттла «Челленджер» в 1986 году. Механизм прост. Когда система раз за разом работает вблизи границы допустимого и ничего страшного не происходит, сама граница постепенно перестает восприниматься как граница. Она превращается в привычный фон. Риск не исчезает, он перестает тревожить. Люди продолжают подписывать акты приемки, проводить плановые проверки, заполнять протоколы. А физика терпеливо ждет. 11 марта 2011 она дождалась. Когда волна ушла и масштаб произошедшего стал ясен, у операторов энергоблоков оставалось несколько часов на аккумуляторных батареях. Они делали все в пределах возможного. Вручную открывали арматуру сброса давления, тянули пожарные рукава от насосных машин, пытались закачивать морскую воду в корпуса реакторов через штуцеры, не предназначенные для этого. Работали в полной темноте. Освещение тоже питалось от генераторов, которых больше не было. Ориентировались по карманным фонарикам и памяти, потому что знали расположение каждого вентиля в здании. В 1:52 ночи 12 марта оператор первого энергоблока зафиксировал на единственном работающем манометре резкий рост давления внутри герметичной защитной оболочки. Температура в активной зоне вышла далеко за расчетные пределы. Топливные сборки начали разрушаться. Циркониевые оболочки трескались, спеченные таблетки диоксида урана выпадали в нижнюю часть корпуса реактора. Для сброса давления требовалось открыть вентиляционный клапан и выпустить радиоактивный пар через систему фильтрации наружу. Клапан управлялся электроприводом. Электричества не было. Открыть его можно было только вручную. Для этого нужно было войти в помещение, где уровень гамма-излучения составлял несколько сотен миллизиверт в час. Годовая допустимая доза для работника атомной станции — 20 миллизиверт. Здесь человек получал ее за несколько минут. По регламенту такой вход требовал письменного разрешения руководства станции, дозиметрического обоснования и согласования с регулятором. Старший оператор смены Икуо Изава ждать не стал. Он надел индивидуальный дозиметр, взял фонарик и пошел по темному коридору к клапану. Впоследствии комиссия по расследованию отметит, именно это решение, принятое одним человеком в темноте, без санкции начальства, в нарушение действующего регламента, стало одним из немногих правильных в первые сутки кризиса. Первый реактор все равно расплавился. Процесс к тому моменту зашел слишком далеко, чтобы его остановить ручным сбросом давления. Но взрыв водорода произошел в объеме здания реактора, а не после разрушения защитной оболочки под давлением изнутри. Разница между локальной катастрофой с контролируемым выбросом и неконтролируемым разрушением оболочки с выходом расплавленного топлива на поверхность определялась действиями одного человека, который нарушил инструкцию ради физической логики происходящего. Разрыв между катастрофой и безопасной аварийной остановкой на Фукусиме составил ровно 1 час. Если бы аккумуляторы продержались на 60 минут дольше, именно столько не хватило до момента, когда температура в первом реакторе перешла точку невозврата, расплавление активной зоны удалось бы избежать. Мобильные генераторы уже были в пути. 1 час. 8 метров высоты, на которых стояли дизели вместо необходимых 16. 7 лет, на которые отложили неудобный доклад собственных инженеров. Каждая из этих цифр — результат решений, которые в момент принятия казались разумными, экономически оправданными, статистически обоснованными. Но прежде чем перейти к тому, как мир отреагировал на Фукусиму, нужно понять кое-что о масштабе уязвимости, которую она обнажила. Не только японской, глобальной. 14 августа 2003 года в штате Огайо ветка дерева коснулась провода высоковольтной линии электропередачи компании First Energy. Провод провис от жары,
Температура в тот день превышала 35 градусов. Кондиционеры по всему Среднему Западу работали на полную мощность. Сеть была нагружена почти до предела. Программное обеспечение диспетчерского центра First Energy зависло из-за бага в модуле тревожных оповещений и перестало отображать предупреждения о перегрузке. Диспетчеры не видели, что линии одна за другой отключаются от перегрева. Каждое отключение перебрасывало нагрузку на соседние, те не выдерживали и тоже отключались. За 8 секунд каскадного отключения без электричества остались 55 миллионов человек в 8 штатах США и 2 провинциях Канады. Крупнейшая авария энергосистемы в истории Северной Америки. Экономический ущерб оценили в $6 миллиардов. Ни один ядерный реактор в зоне отключения тогда не расплавился. Резервные системы отработали штатно, станции перешли на дизельные генераторы. Но авария показала нечто принципиальное. Современные энергосистемы настолько плотно взаимосвязаны, что одно дерево в Огайо способно погасить Нью-Йорк за 8 секунд. А любая атомная станция в зоне каскадного отключения автоматически переходит в режим аварийного питания с теми же 4-8 часами на аккумуляторах, после которых в строй должны вступить дизели. С 2003 года взаимосвязанность энергосистем не уменьшилась, она выросла. Больше потребителей, больше генерирующих мощностей, больше автоматических защит, которые при каскадном сбое срабатывают быстрее, чем диспетчер успевает осознать происходящее. Идею пассивной безопасности придумали задолго до Фукусимы. Первые расчеты появились еще в середине 70-х, когда группа физиков-теоретиков из Национальной лаборатории Айдахо моделировала поведение расплавленного кориума при гипотетических тяжелых авариях. Их задача была сугубо исследовательской — понять, что произойдет с топливом, если все системы охлаждения откажут одновременно. Но в процессе работы они обратили внимание на фундаментальное противоречие во всей архитектуре ядерной безопасности предыдущих поколений. Каждая система защиты, построенная к тому моменту, была активной. Насосы аварийного охлаждения с электроприводом, клапаны сброса давления на электромагнитных приводах, дизельные генераторы для питания насосов, аккумуляторы для питания генераторов, системы впрыска барированной воды с моторными помпами. Все это работало, пока было электричество. Стоило питанию исчезнуть, и защита переставала существовать. Инженеры 60 лет боролись с физикой остаточного тепловыделения, используя инструменты, которые сами зависели от бесперебойной работы той самой инфраструктуры, которую физика в любой момент могла уничтожить. Несколько исследователей в Айдахо и параллельно в инженерном подразделении компании Westinghouse Electric в Питтсбурге начали задавать принципиально другой вопрос. А что если перестать воевать с физикой и начать ее использовать? Гравитация работает всегда. На нее не влияют ни землетрясения, ни цунами, ни каскадное отключение энергосистем. Конвекция работает всегда. Горячая жидкость поднимается, холодная опускается, и для этого не нужен ни один электрический провод. Разница давлений между замкнутыми объемами работает всегда. Газ движется из области высокого давления в область низкого, без помощи компрессоров. Ни одна из этих сил не требует генератора, кабеля, дизельного топлива или команды оператора. Они встроены в устройство Вселенной. Вопрос стоял конкретно. Можно ли спроектировать реактор, который при полном обесточивании будет охлаждать сам себя, без единого работающего механизма? Концептуальная работа заняла почти 2 десятилетия. Потом еще 10 лет ушло на инженерную проработку, сотни тысяч часов компьютерного моделирования, натурные эксперименты на масштабных макетах и прохождение регуляторных процедур. В 2006 году, за 5 лет до Фукусимы, Комиссия по ядерному регулированию Соединенных Штатов выдала окончательную проектную лицензию на реактор AP-1000 компании Westinghouse. Это был первый в истории коммерческий реактор, у которого пассивная безопасность стала не дополнительной опцией, а основой всей конструкции. Но до Фукусимы мало кто воспринимал AP-1000 как отраслевой стандарт. Он казался избыточным. Зачем тратить деньги на пассивные системы, если активные работают десятилетиями без сбоев? Март 2011 превратил теоретический аргумент в неопровержимый. Конструкция AP-1000 выглядит почти издевательски простой на фоне многоэтажных схем резервного питания реакторов предыдущих поколений. Над активной зоной, внутри стальной защитной оболочки диаметром 39 метров и толщиной стенки 44 мм, размещен бак с охлаждающей водой объемом 2 800 000 литров.
чуть меньше 3 олимпийских бассейнов, подвешенных над реактором. Рядом второй бак, поменьше, с барированной водой для гарантированного подавления остаточной цепной реакции. Оба бака удерживаются на месте стальными конструкциями, рассчитанными на землетрясение магнитудой выше 9. При срабатывании аварийного сигнала специальные клапаны открываются под действием пружин и сжатого газа, без электричества, без команды оператора. Достаточно того, чтобы управляющий сигнал перестал удерживать клапан в закрытом положении. Когда питание пропадает, клапан открывается сам, по принципу отказа в безопасное состояние. Вода под действием силы тяжести поступает сверху в активную зону и начинает испаряться, забирая остаточное тепло. Пар поднимается, достигает внутренней поверхности стальной оболочки. Снаружи по оболочке стекает пленка воды из отдельного бака, расположенного еще выше, на крыше здания реактора. Эта пленка охлаждает стенку. Пар внутри конденсируется на холодной поверхности и стекает обратно вниз, к активной зоне. Замкнутый естественный контур, работающий на гравитации и конвекции. Ни одного насоса, ни одного двигателя, ни одного метра кабеля под напряжением. 72 часа полностью автономной работы. 3 суток без какого-либо внешнего вмешательства. За 3 дня операторы способны восстановить внешнее электроснабжение, подвести дополнительную воду наземным транспортом или вертолетами, организовать любую аварийную операцию в масштабах страны. 3 суток — запас, после которого активные системы берут охлаждение обратно на себя уже в управляемых условиях. Первый коммерческий энергоблок с реактором AP-1000 Саньмэнь-1 на восточном побережье Китая, провинция Чжэцзян, вышел на проектную мощность в 2018 году. В Китае сейчас работают 4 таких блока, еще несколько строятся. В Соединенных Штатах 2 блока AP-1000 на станции Вокту в штате Джорджия введены в коммерческую эксплуатацию в 2023 и 2024 годах, после многолетних задержек и перерасхода бюджета, но введены. На каждом из этих блоков нет ни одного дизельного генератора в подвале, потому что генераторы для аварийного охлаждения там не нужны. Но AP-1000 и его аналоги решают задачу только для новых станций. А прямо сейчас на планете работают 440 реакторов. Подавляющее большинство из них спроектировано в 60-х и 70-х годах. Средний возраст энергоблока в мировом ядерном парке превышает 35 лет. Все они охлаждаются активными системами. Все зависят от электричества. Переделать существующий реактор под пассивное охлаждение технически невозможно. По той же причине, по которой нельзя превратить грузовой автомобиль в самолет, заменив колеса на крылья. Бак с 3 миллионами литров воды требует другой геометрии корпуса реактора, другого расположения систем, другой строительной площадки. Весь AP-1000 спроектирован вокруг принципа гравитационного охлаждения, от фундамента до крыши. Внедрить этот принцип в конструкцию, которая изначально строилась вокруг насосов с электроприводом, невозможно без полной перестройки. После Фукусимы 44 страны провели стресс-тесты своих атомных станций и приняли меры в рамках существующей архитектуры. На европейских и американских станциях появились мобильные дизельные генераторы на возвышенных площадках, готовые к развертыванию за считанные часы. Созданы региональные склады аварийного оборудования, насосы производительностью в сотни кубометров в час, силовые кабели, автономные помпы с собственными двигателями, которые можно доставить на любую станцию в радиусе нескольких сотен километров автотранспортом или тяжелыми вертолетами. Дамбы на прибрежных станциях подняты, генераторы перенесены на верхние отметки. На самой Фукусиме новая защитная стена стоит на отметке 20 метров. Все эти меры работают. Они снижают вероятность повторения марта 2011 на порядке. Но они не убирают фундаментальную зависимость от активных систем. Они добавляют время и глубину резервирования поверх прежней логики. Физика остаточного тепловыделения при этом не изменилась ни на джоуль. Через час после остановки реактор мощностью 3000 мегаватт тепловых выделяет 12 мегаватт остаточного тепла. Через сутки — 7, через неделю — около 2, через месяц — чуть больше 1. Эти цифры не зависят от страны, года постройки, репутации оператора или бюджета на безопасность. Продукты деления внутри отработавших топливных сборок распадаются по законам квантовой физики, открытым в 40-х годах прошлого века. Никакой регламент, никакое решение совета директоров и никакой доклад регулятору на эти законы не влияет.
Гонка между остаточным теплом и системой охлаждения продолжается прямо сейчас в 440 реакторах по всему миру. В подавляющем большинстве случаев она заканчивается тихо, планово, без новостей, без заголовков. Операторы несут вахту, уровень воды в норме, дизели стоят наготове и никогда не понадобится. Ничего не происходит, и никто не замечает, что ничего не происходит. Но разница между этой тишиной и тем, что случилось на Фукусиме, не в технологиях и не в квалификации персонала. Она в 8 метрах высоты, на которых стояли генераторы. В 1 часе, которого не хватило аккумуляторам, в 7 годах, на которые отложили неудобный доклад собственных инженеров. В 1 дереве вагая, которое способно погасить 55 миллионов человек за 8 секунд. Физика не принимает управленческих решений. У нее нет бюджетных циклов, регуляторных сроков, акционеров и советов директоров. У нее нет кнопки паузы. Реактор, который кажется выключенным, продолжает гореть. Единственный вопрос, который по-настоящему имеет значение, хватит ли воды, времени и электричества, чтобы это горение осталось под контролем. На Фукусиме не хватило. В 440 точках на карте мира этот вопрос задается каждую секунду. Пока что ответ «да». Но физика не дает гарантий. Она просто продолжает работать. Всем спасибо, что досмотрели данный видеоролик до конца. Не забудьте подписаться, поставить лайк и написать комментарий, что вы думаете по данной тематике. Всем до новых встреч, всем пока.